Никто не заметил его, когда завыла тревога и воздух наполнился паникой. Не потому, что он был маленьким, не потому, что он ушел, а потому, что он остался. Огонь уже приближался, но в тот момент утро еще выглядело обычным. Солнце медленно поднималось над заповедником, свет ложился на металлические сетки вольеров, на деревянные платформы, на землю, хранившую ночную прохладу. Птицы начинали петь, осторожно, словно проверяя, безопасен ли этот день. Генри лежал на своей платформе. Он не спал по-настоящему, он дремал, так как дремлют те, кто слишком долго жил в опасности. Он слушал мир телом, он чувствовал шаги людей по дереву, чувствовал вибрацию далекого транспорта, чувствовал, как меняется воздух, даже когда запах еще не доходил до носа. Для Генри тишина была языком. Она говорила больше, чем звуки. Задолго до заборов, до людей, до аккуратно вычищенных вольеров и спокойных голосов. Генри жил в другом мире. В мире, где тишина означала угрозу, где каждое движение могло быть последним, где боль приходила быстро и без предупреждения, резкий удар, вспышка боли, запах страха. Он не помнил лиц и форм, но его тело помнило все: хищника, погоню. Момент, когда сил стало меньше, чем нужно. Он выжил, но не целым. Когда его нашли, он был почти неподвижен, истощенный, сломанный, и именно тогда тишина перестала быть врагом, она стала убежищем. Заповедник не был идеальным, но он был безопасным. Здесь никто не гнался, никто не нападал. Еда приходила вовремя, вода была чистой. Люди говорили тихо, не делали резких движений и умели ждать. Генри тоже учился. Он не доверял сразу. Он наблюдал. Запоминал ритмы: утро, день, вечер. Знал, когда приходят люди, знал, когда солнце нагревает платформу достаточно, чтобы лечь и не двигаться. Со временем это место стало домом. Не сразу, но стало. В тот день воздух изменился еще до сирен. Генри почувствовал это раньше других. Не страх, напряжение. Земля будто стала плотнее, металл холоднее, ветер резче. Люди заметили позже. Сначала запах, тонкий, едва уловимый. Потом звонок. «У вас 30 минут». Лесной пожар вышел из-под контроля. Сильный ветер. Это не учение. Заповедник взорвался движением. Металлические двери захлопывались одна за другой. Клетки скользили по бетону, оставляя резкий скрежет. Двигатели взревели, радиостанции трещали. Животные чувствовали это мгновенно. Тигры били лапами по прутьям, птицы метались, воздух наполнился криками. Люди старались быть быстрыми и спокойными одновременно. Самое сложное состояние. Каждое имя в списке было ответственностью. Каждая галочка чьей-то жизнью. Генри спал. Не глубоко, но достаточно. Сирены не доходили до него. Крики тоже. Его мир был тихим, замкнутым, привычным. Он дышал ровно, мир рушился снаружи, но не внутри него. Когда проверяли вольеры, клетка Генри выглядела спокойно. Платформа пустая, поддон чистый, ни движения, ни звука. «Он уже вывезен», — сказал волонтер, глядя в список. Ручка щелкнула. Галочка появилась. Ошибка заняла меньше секунды. 30 минут закончились. Последняя машина выехала за ворота. Металл захлопнулся, заповедник опустел и стал ловушкой. Генри проснулся резко. Воздух был тяжелым, неправильным. Это был не запах утра и не вечерняя прохлада. Небо стало другим, серым, красным, живым. Солнце висело мутным пятном за слоями пепла. Пепел падал, как грязный снег, оседая на шерсти, на металле, на земле. Инстинкт закричал, огонь не мчался. Он полз, медленно и неумолимо. Вода в бассейне начинала кипеть, дым резал легкие. Свет был повсюду, но без тепла и без звука. Генри отступал, не в панике, в ожидании. Потому что ожидание когда-то спасло ему жизнь. На парковке женщина держала список. Ее руки дрожали. Она просматривала имена одно за другим и остановилась.
Генри. Что-то было не так. «Где он?» – спросила она. Ответа не было. Ее звали Сара. Она работала в заповеднике давно, не как смотритель и не как ветеринар. Она была тем, кто оставался дольше остальных. Тем, кто говорил с животными, даже когда не нужно было. Сара знала Генри. Она знала, что он сначала слушает, что он доверяет тишине больше, чем голосу. Ее тело поняло раньше разума. Он там. Заповедник объявили закрытой зоной. «Никто не возвращается, ни люди, ни животные», — сказал пожарный. Сара закрыла рот рукой, чтобы не закричать, но она не ушла. Иногда именно ожидание и есть форма надежды. Есть подтвержденная жизнь внутри, прозвучало по рации. Спасательная машина тронулась, дым был таким плотным, что мир исчезал за метр. Все сузилось до фонаря, дыма и шагов под ногами. Клетка стояла, обгоревшая, почерневшая, но целая. Генри был в дальнем углу. Шерсть серая от пепла, дыхание рваное, замок щелкнул. Генри не убежал, не зарычал, не сопротивлялся, он смотрел. Человек опустился на колени, чтобы стать ниже. «Я рядом», — Генри поверил. Не словам, паузе между ними. Маска, одеяло, ровное дыхание. Внутри машины весь мир сузился до одной жизни. Генри выжил не потому, что убежал, а потому, что его не забыли. Клиника была пространством между еще и уже. Яркий свет, холодные поверхности, ровный звук аппаратов. Генри понял главное. Здесь не нужно бежать. Сара приходила каждый день. Не касалась, просто была рядом. И этого было достаточно. Восстановление не было прямой линией. Были хорошие дни и откаты. Но каждый день он делал хотя бы один вдох чуть легче, чем вчера. Заповедник восстанавливали медленно, переосмысливая все. Шире пространство, тише углы, больше укрытий. Для Генри не выбирали клетку. Выбирали среду. Место, где можно уйти в тень, быть одному, не чувствовать взглядов. Он двигался медленно, не от слабости, а от памяти. Иногда замирал без причины, слушая мир. Память не исчезает, она меняет форму, становится частью тебя, а не тюрьмой. Со временем тишина снова стала мягкой. Не пустой и не опасной, а наполненной. Огонь остался позади. Теперь тишина была подарком. Иногда по ночам Генри просыпался. Не резко, без рывка. Просто открывал глаза и долго смотрел в темноту. В такие моменты он не видел огня, не слышал сирен, но тело вспоминало. Вспоминало жар, от которого нельзя убежать, и воздух, который вдруг перестает быть воздухом. Он медленно поднимался, делал несколько шагов и замирал, слушал. Ночь отвечала мягко, далекими насекомыми, движением листвы, ровным дыханием мира, и Генри оставался стоять, пока напряжение не отпускало, пока настоящее снова не становилось сильнее прошлого. Сара иногда наблюдала за ним издалека. Она никогда не подходила первой, никогда не нарушала дистанцию, которую он выбрал сам. Она видела, как он останавливается, как долго стоит неподвижно, как потом медленно ложится, словно принимая решение довериться еще одному дню. И каждый раз в ее груди что-то сжималось, не от страха, от осознания того, как много может вынести живое существо и все же остаться здесь. Иногда в заповедник приезжали новые люди, волонтеры, журналисты, те, кто хотел услышать историю. «Это он?» – спрашивали они шепотом. «Тот самый?» – Сара кивала. Но никогда не рассказывала все, потому что это была не история про пожар и не история про спасение. Это была история про тишину, про время, про то, что происходит после. Генри не знал, что его называют чудом. Он не знал слов, не знал смыслов. Он знал другое. Что трава под лапами теперь прохладная, а не обжигающая. Что воздух можно втягивать глубоко, что не каждый звук требует реакции.
что иногда можно просто лежать и смотреть, как облака медленно меняют форму, и этого было достаточно. Иногда самое важное в жизни происходит негромко, без аплодисментов, без слов, без свидетелей. Генри не знал, что однажды его могли не вспомнить. Он не знал, что ошибка в списке могла стать концом. Он знал только одно – он ждал. Ждал, когда мир снова станет тише. Ждал, когда боль отступит. Ждал не потому, что верил, а потому, что умел. И кто-то вспомнил. Кто-то посмотрел на имя и почувствовал тревогу, которую нельзя объяснить логикой. Кто-то не уехал. Кто-то настоял. Кто-то вернулся туда, куда возвращаться было запрещено. Иногда жизнь продолжается не из-за силы, а из-за внимания. Теперь, когда солнце опускается за деревья, Генри лежит спокойно. Его дыхание ровное, шерсть медленно колышется от ветра. Никакого жара, никакого дыма, только вечер. Иногда он закрывает глаза и слышит тишину, ту самую, которая когда-то спасла его и чуть не погубила. Но теперь она другая, она не пустая, не тревожная, она живая. В ней есть трава, насекомые, далекие шаги людей, которые не спешат. В ней есть время. Сара иногда останавливается у границы вольера, не подходит ближе, не зовет. Она просто смотрит. И каждый раз думает об одном и том же. О том, как легко можно потерять и как трудно вернуть. О том, что спасение не всегда выглядит как героизм. Иногда оно выглядит как пауза, как сомнение, как решение остаться еще на минуту. Генри не смотрит на нее, он смотрит в небо. Облака медленно плывут, меняя форму, как воспоминания. Он больше не ждет опасности, не прислушивается в страхе, не готовится бежать. Он просто лежит, живой, здесь, сейчас. И если в этом мире и есть чудо, то оно выглядит именно так. Кто-то не был забыт, кто-то дождался, кто-то остался. И тишина, наконец, стала домом.